Понимая, как важно развивать новые сферы экономической активности и поддерживать их рост, задумали и реализуют проект «Объединяя креативность». Проект нацелен на помощь представителям творческих индустрий в плане поиска партнеров и выхода на международный рынок. То есть творческие индустрии северо-запада России и северных стран, нам нужно как-то помочь им найти друг друга и соединить их. Первая встреча была назначена на июль в Архангельске. Обсуждали, как помочь интернационализации творческого бизнеса и как выявить этот самый креативный бизнес, чтобы потом его поддержать. А найти не так легко. Понятие творческих индустрий до 2014 года не было зафиксировано ни в одном из стратегических документов Российской Федерации. Сегодня хотя бы понятно, что это промышленный дизайн, индустрия моды, издательский, музыкальный бизнес, книготорговля и много что еще. Музыкальные проекты, городские кластеры и туризм, творческие индустрии – это прежде всего бизнес. Как использовать этот ресурс развития территории, обсуждали в Петрозаводске. Одной из составляющих большого собрания была секция, рассказывающая об опыте проекта «Объединяя креативность». Конференция научно-практическая, значит, говорили о деле. Карелии уверяют, есть что рассказать и показать. При этом участники признают – это только начало. Справедливо рассудив, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать на круглом столе, отправились в Финляндию да Швецию посмотреть на чудо заморское, что растет в наземщине как на дрожжах, экономику развивает, да жизнь тамошнюю украшают, люди творческие с северо-запада России. Открывать для себя Америку начали в Хельсинки, в университете Aalto. Это направление университета условно можно подразделить на 3 части, на 3 фабрики – Media Factory, Service Factory, Design Factory. Они выступают в качестве экспериментальных площадок, выставочных залов и источников вдохновения. Слово «фабрика» в названии уместно, поскольку располагаются креативные факультеты в бывшем заводском здании. Это у нас историю сносят. В Финляндии, впрочем, как и в Швеции, ее вписывают в современные реалии. Пример – побратим Петрозаводска Умио. Швеция в последнее время продвинулась далеко вперед в развитии IT-технологий. И не только в крупных городах. Здесь, в маленьком северном Шелефтео, несколько десятков компьютерных фирм. В битве за потребителя сегодня побеждает что-то необычное, интересное, новое. А новое, вы знаете, это хорошо забытое старое. На одном полюсе бума творческих индустрий высокие компьютерные технологии, на другом handmade – продукт, произведенный по традиционным технологиям. В одном из самых старых и самых очаровательных районов Умио расположились мастерские Бенгта Эрика Нильсена и его супруги. Моника ведет курсы по изготовлению предметов обихода и сувениров по традиционным технологиям. Бенгт Эрик – столяр, краснодеревщик, реставратор. Сегодня работает в основном по заказу муниципалитета, восстанавливает памятники. Традиционные ремесла, традиционные сувениры, творческая индустрия, основанная на сохранении прошлого. Разве то, что в Финляндии, что в Швеции. 2 страны, 2 настоящие соседки. Есть, конечно, различия. 2 разные валюты, разное время, но как минимум одно общее – государственная поддержка творческих инициатив. Хоть это и обязанность местных властей, но идеология одинаковая, будь то на севере или на востоке. Помощь начинается с обучения. В Северной Карелии существует целая система тренингов и семинаров для начинающих предпринимателей. Естественно, добрым советом и начальным капиталом вы добьетесь гораздо большего, чем с одним советом. Получить финансовую помощь могут не только начинающие, но и уже существующие фирмы. Главное, чтобы задумка была инновационной, а не мертворожденной.
Дни Швеции в Петрозаводске открылись семинаром творческой индустрии в городской среде. Его участники обсудили развитие прибрежных территорий, в первую очередь вдоль рек. Как рассказали шведские гости, в городе Умио речные набережные давно стали особой городской средой, комфортной для жителей, с променадами и зонами отдыха, а также всевозможными скульптурами и арт-объектами. Также на семинаре обсудили реконструкцию знаменитого дерева желаний на Онежской набережной. Обновлением подарка от города Умио займутся карельские и шведские дизайнеры. Новый круглый стол от создателей проекта «Объединяя креативность». К делу организаторы, как всегда, подошли творчески. Местом встречи в середине ноября был выбран Рейкьявик, столица Исландии, если кто запамятовал.